Доброе утро, друзья! Карта, представленная нашими западными партнерами, отражает ракетные удары, включая применение РСЗО, как вооруженными силами киевского режима, так и вооруженными силами России. И она однозначно свидетельствует о том, что Киев проигрывает войну мощным оружием, потому что не в состоянии даже приблизительно соответствовать тем ударам, которые наносятся по его инфраструктуре. Причем сейчас, если мы обратимся к карте, то в целом Украины, то увидим, что существенных подвижек никаких нет. Они не видны на этой карте, которая охватывает более полумиллиона квадратных километров. Но если брать по конкретным областям, то мы увидим, что сейчас, например, на Горловском направлении нестихающая канонада. Люди, которые живут там все эти годы, рассказывают, что они такого не слышали никогда. Артиллерия работает не переставая. Причем ответного огня сейчас от вооруженных сил киевского режима практически нет. То есть это длится уже вторые сутки. То есть перемалывание идет колоссальными темпами. Если вы видите Мариуполь, я не могу здесь представлять эти видео, но они есть в телеграм-канале, то по захваченным и удерживаемым азовцами зданиям наносятся удары непрекращающиеся. Фактически две крупные группировки, которые остаются на Ильича и Азовстале, отделены друг от друга, блокированы. И вопрос их уничтожения – это вопрос только гуманности, потому что удар бомбардировочной авиации просто сравняли эти регионы в пыль. Если поговорить о других регионах, под Николаевом постоянно этой ночью снова вроде бы пытались перейти в какое-то локальное контрнаступление. Николаевский гарнизон снова получил опять те же артиллерийские ракетные удары, снова требуют станции переливания крови дополнительной крови, потому что ее не хватает, раненых много. Больших изменений, которые были введены на карте, можно увидеть только на Донбасском направлении. Здесь формируется большой и несколько малых котлов. Проходят группировки с севера и юга, идут все ближе друг к другу. В районе Гуляй-Поля, в районе Угледара это уже такие более локальные наступления. Опять же, группировка от Изюма, уже который полностью давно очищен, Зеленая Каменка и Старая Каменка. И сейчас происходит расширение по флангам. Именно физически те войска ВСУ, которые сохраняются, это самая мощная, самая боеспособная группировка, превосходящая даже по численности, боеспособности, насыщенности киевской техникой, киевскую группировку. Ее, в общем-то, судьба понятна. Или сдаться, или быть уничтоженной. Отойти она действительно не может. Те силы, которые накапливаются в Павлограде для контрблокирующего удара, понимаете, это скорее жест отчаяния, потому что несопоставима мощь. И здесь в первую очередь, я недаром привел карту ракетных ударов, в первую очередь играет роль то, у кого преимущество абсолютно в технике, в тяжелой технике, и у кого господство в небе. Все это на стороне вооруженных сил России, поэтому эта группировка при попытке нанесения деблокирующих ударов, да, она отвлечет часть сил, да, она может задержать на день, два, три уничтожение основной группировки. Это тоже вопрос не одной недели. Но она тоже будет уничтожена. И фактически все те силы, которые стягивались с нее из Днепропетровска, Запорожья, они обречены также. Тут вариантов нет. И, собственно говоря, мы снова возвращаемся к выводам американских экспертов, всех западных экспертов, которые подтверждали еще до начала боевых действий, что выиграть эту войну киевский режим не в состоянии. Он может ее только затянуть и умножить жертвы. Ну, и они этим, собственно говоря, и занимаются.